Ребятушки, hello, как говорится, приветствуем вас в прохладном осеннем Тольятти. И сразу популярный вопрос и ответ на него. Если вы в Тольятти, поезжайте-ка вы на АвтоВАЗ. Кстати, вот его даже видно отсюда. И вот вам ответ. На АвтоВАЗе мы уже были. Ссылка есть в описании, можете посмотреть. Сегодня мы поговорим кое о чем по-настоящему технологичном. Нет, не сюда. Вот сюда. Вашему вниманию паровой мотоцикл. На ходу. Прокатимся. Что к чему? Обзор. Поехали. Ну, ребятки, начнем немножко издалека. Поговорим о паровых технологиях, о паровых машинах в принципе, потому что эта тема на самом деле очень интересная и стоит в нее чуть-чуть доуглубиться. Если очень, так сказать, общими словами, очень общо, паровая машина – это двигатель внешнего сгорания, который преобразует энергию пара в механическую работу. Так, осторожно, машина едет. АвтоВАЗ. Смотри, у машины 3 цвета как минимум. 4 перед одного цвета, середина второго, зад третьего и багажник четвертого. Ладно, отвлеклись. Продолжаем. Первое известное устройство, приводимое в движение паром, было описано Героном Александрийским в 1 столетии. Ну, минуточку. Но создателем первого транспорта на паровой тяге считается француз Николя Жозеф Конью. В 1769 году он создал трехколесную повозку. Это, честно говоря, ребятки, забавно, потому что вот несколько интересных фактов об этой штуковине. Повозка могла проехать без дозаправки, внимание, 1 километр. Нет, ошибки нет, ровно 1 километр. После этого остановка для пополнения запасов воды и разведение под котлом костра для увеличения давления. Однако, чем дальше, тем интереснее. Вот, например, паромобиль Double E 1900... Слушай, я яму 100 лет уже не видел. Посмотри, вот машина приехала ремонтироваться. АвтоВАЗ завод находится вот за лесом прям. Но люди предпочитают вот такой ремонт. Так, пока человек заезжает, я расскажу вам немножко. Так вот, паромобиль Double E 1924 год. Вот прям, ну, настоящая машина, да, и сейчас неплохо бы на такой покататься. Создатель, американец Абнер Добл, на 90 литрах воды, то есть запас топлива, да, запас воды, эта машина могла проехать 2400 километров. Ошибки нет. 2400 километров на одном запасе вот этой вот воды, 90 литров. Разгон до 120 километров в час 10 секунд. Это тоже не шутка, 10 секунд. И машина ездила практически бесшумно. Может помочь ему? Мне обычно человек должен впереди стоять и вот так показывать. Вот смотри, переднее правое колесо. Вот на... Лех, ты не хочешь ему помочь? У него переднее правое колесо вот настолько свесилось. Куда ты так провалился? Так, еще один классный пример. Красавец просто. Машина называется Stanley Rocket, 1906 год. Скорость 205 км в час. И мы все еще говорим о паровом транспорте. Вообще, чем мы, так сказать, больше углублялись в тему паровых машин, тем больше ей проникались. Потому что, как оказалось, у паровых машин огромное количество преимуществ. Для работы такой машины можно использовать почти любой вид топлива. От обычных дров до радиоизотопного источника тепла. Если вы понимаете, о чем я говорю. Такому двигателю не нужна трансмиссия. Усилие передается прямо на колеса, максимальный крутящий момент на любых оборотах, то есть плавный ход без рывков и не склонность к пробуксовке, а также поршневая паровая машина совершенно бесшумна. Но, разумеется, есть и минусы, иначе паровые машины бы сейчас ездили, вот так сказать, повсюду. Это габариты, а также безопасность. Во многом из-за этого в начале 20 века паровые машины уступили место ДВС. Однако, в то же время, несколько других интересных современных примеров. Допустим, паровые турбины, они активно используются в энергетике и машиностроении, а также, внимание, горные паровозы. Суперэффективная штука. ДВС, как вы знаете, в горах задыхается, а паровые локомотивы наоборот. Чем ниже атмосферное давление, при подъеме наверх, тем они лучше едут. Но вернемся к теме нашего обзора. 2 лошадиные силы. Работа на пару и сделан своими руками. Создатель вот стоит за кадром. Сейчас с ним поговорим и зайдем в гараж, потому что, честно говоря, прохладно. Ребятушки, знакомьтесь, Леха. Леха Романтик, да? Да, все так. Это твоя настоящая фамилия? Или это канал так называется? Нет, конечно, Романтик — это мне дали кличку друзья-байкеры, потому что я вечно рассказываю про какие-то нереальные вещи. Но, однако, вещи-то нереальные. Все реально и все работает, и ты на нем катался. Да, он разгоняется до 60 км в час, и вот недавно мы провели эксперимент на дальность хода. Так. На 20 литрах воды он проехал 15 километров. Так, давай по порядку. Во-первых, где мы находимся? Это место, где все происходит, да? Да, это святая святых, это моя тайная лаборатория, где я уединяюсь и творю свои всякие необычные железки. У тебя есть там еще этаж внизу? Да, самое, скажем так,
ковальня находится под землей. А может сразу глянем, То есть покажешь? там подземная лаборатория. Там секретно ничего? Да, конечно, пошли. Ну-ка. Сразу, что это такое? Ну, Что вот это вот такое? да, здесь Где много мы- где всего мы вообще странного и находимся? непонятного. Ну, я всем пошучиваю, что это камин. Ага. Да, но на самом деле это цех порошковой покраски изначально был. Так. И здесь красятся детали. Ага. То есть вот этим пистолетом я наношу краску, она наэлектризовывается большим напряжением и как бы прилипает. Потом я снимаю детали и несу вот в эту печь. Это прям печь у тебя настоящая здесь? Здесь куча всякого оборудования, которое температуру, время все контролирует, и краска как бы запекается. Получается порошковая покраска. Собственно, паровой мотоцикл мой весь покрашен этой порошковой краской. Это как-то не выглядит как фабричная история. Ты сам что это сделал? Ну да, разумеется, все самодельное. Это вот компрессоры. Там всякие штуки. Это печь, вот включилась Да. всякая автоматика. Ты кто по образованию? Я инженер. По делу. А где учился? Сперва в Жигулевском радиотехническом Так. техникуме, а потом в ТГУ, Тольяттинский государственный университет. А вот ты вообще работаешь где-то? У тебя есть какое-то основное место работы? Да, сейчас я работаю вахтами на севере. Там я больше не нефтяник, а энергетик. Ага. То есть там большой нефтеобъект, но я именно энергетик. Делаем электричество на всю тундру. То есть тебе хватает денег, заработанных на вахте, чтобы здесь заниматься тем, что тебе Веселиться. по-настоящему нравится? Веселиться. Веселиться. Погодите, вижу дверь. Это дверь в Нарнию. Там со скоростью звука разгоняется песок, который ударяется в детали. Это и- сейчас, подожди, ты сейчас прикалываешься или это серьезно? Нет, реально. Прям песок, как с пляжа. Да, но это не обычный песок, это специальный, очень острый, крепкий песок, чтобы Так. сбивать с металла все. А зачем? Это подготовка перед покраской. Собственно, весь паровой мотоцикл покрашен именно здесь, Офигеть. прям не выходя отсюда. Так, давайте к мультику вернемся. Как ты к этому пришел? Это не какая-то ракетная отрасль или космическая технология, это наоборот что-то из прошлого, правильно? Да, хотелось заглянуть в прошлое, почувствовать дух того времени. Столько я наслышан про вот эти вот старые времена, где инженеры болели, светились, изобретали и открывали чуть ли не каждый день какие-то новые технологии. И вся эта индустрия паровой машины, она вся веет чем-то таким инженерным, такой, знаешь, прорыв индустрии и скачок цивилизации. Сперва я создал двигатель, и мне просто хотелось, чтобы он как-то работал, что-то шевелилось, прыгало, скакало, крутило какое-то колесо. Потом мне друг с соседних гаражей подарил мотоцикл Карпатой. И тут у меня родилась прекрасная идея. Именно на него поставить этот паровой двигатель. Тем более для парового двигателя обязательно нужно было колесо, а там колесо как раз-то и было. И, в общем, так родилась идея создать паровой мотоцикл. Но, честно говоря, рама там была настолько слабая, что использовать удалось только колеса, крылья и руль. От Карпат все, что осталось. Да. Знание о том, как устроен паровой двигатель, да, паровая машина. Откуда, где ты это взял? Где ты теорию всю взял? На самом деле все очень просто. Я зашел в интернет, набрал паровой двигатель, и первую попавшуюся картинку я сделал. А ты с кем-то консультировался, может быть, и с людьми, которые, не знаю, там, с машинистами паровозов старых, или ну, такие же люди до сих пор там есть, да, техники, паровозы же есть на ходу? Но эта тема очень редкая, но мне удалось найти реальных машинистов настоящих паровозов. Вот, да. И, разумеется, я засыпал их вопросами, всеми терминами, перекрышами, что как. Но основной, конечно, помощью было форумы в интернете. Когда я начал снимать все это на YouTube, появилось очень много тайных таких вот почитателей паровой техники. Они пригласили в свой секретный форум, где начались настоящие расчеты. Работа закипела. Я даже не знал, когда я только его создавал, они уже его весь рассчитали, по фотографиям все обмерили. То есть тебе энтузиасты на секретном форуме любители паровозов и паровых машин помогли сделать мотоцикл? Но он не секретный, конечно, но просто я о нем не знал. Ладно, теперь по порядку. Расскажи, пожалуйста, что здесь что и как работает? Какие детали перед нами? Это топливные бачки. Этот мотоцикл может работать на любом газообразном или жидком топливе. Метан, пропан, бутан, гексан, любой газ.
В этот колпачок, в эти же бачки можно залить жидкое топливо. Грубо говоря, Хоть это себе. бензобак. Да, это топливные бачки, Так. здесь может и газ, и жидкость быть. Как система тут устроена? Вот топливные бачки питают вот эту горелку. Здесь горит пламя, и здесь зарождается вся энергия. Это котел, в нем наполнена вода. Ага. Вода закипает и готовится пар. Пар мы подаем в двигатель, пар давит на поршень Ага. и вращает колесо. Но так или иначе у тебя здесь сгорает топливо, правильно? Как Да. ты провозишь дрова, а у тебя топливо сгорает. Но количество топлива, которое ты сжигаешь для того, чтобы работал котел, оно неравноценно топливу, которое сжигается в обычном мопеде какого-нибудь там ДВСного двигателя. Нет, конечно, этот мотоцикл ест намного больше. Ну, Намного больше даже получается. конечно, Да. ну, нужно понимать, этим технологиям 200-300 лет, а Карпаты это вот уже наше время. Ну, то есть, вот, грубо говоря, поэтому появился ДВС вместо пары. Это очень важно разжевать как бы вот молодым нашим зрителям, что на самом деле, да, то есть это все устарело, это все ушло, потому что появились ДВС, которые тратят даже меньше топлива. Да, двигатели внутреннего сгорания имеют больше КПД, поэтому паровая технология потихонечку ушла на задний план. Вот это и вот это, из чего это сделано? Это же явно не куплено в магазине паровых мотоциклов. Все это взято просто с металлоломки. Это кислородные бачки от Ту-134, кажется. Стоп. Какая... Нет, серьезно? Да, это бачки, в которых кислород в случае разгерметизации салона выпадают такие штучки. Да. И вот там много Где ты таких это вот взял бачков на металлоприемке. Это баллон, скорее всего, от пропана, который я переделал в котел. А вот это что такое? А это самое интересное. Это Так. двигатель этого парового мотоцикла. Ага. Именно здесь пар, энергия пара превращается в механическую энергию. Верхний блок перераспределяет пар то в одну сторону, то в другую. А в нижнем блоке находится поршень, который как раз и делает эти поступательные движения. С помощью всего вот этого вот механизма поступательные движения как раз и вращают колесо. Верхняя тяга управляет парораспределением. Так все и работает. Процесс зацикленный и бесконечный. А это, кстати, что такое? А это очень интересная штука. Это нереально мощный паровой свисток. Когда он работает, в ушах возникает настоящая боль. Рядом стоять, не заткнув уши, практически невозможно. Так. Децибелы у него просто сумасшедшие. Эхо со всех полей возвращается раза 3-4. Это по фану сделано или это нужно? Не, это нужно, это же... Какой паровоз без свистка? Слушай, а что-то из этого можно было теоретически где-то купить? С каких-то старых паровых машин или, может быть, где-то кто-то изготавливает на заказ? Да здесь многие вещи куплены. Вот, к примеру, вот это ножка от стола, бутафорская, Нет, хромированная. так я тебе о чем и говорю, что у тебя это все не целевое использование. Ножка от стола. Ну, то есть ножка от стола также можно использовать как свисток в паровом мотоцикле. Да, вот Там же не именно. было так написано, да. Я думаю, что-то можно купить, но не от парового. Понятно. То есть здесь все от чего-то. К примеру, вот эти манометры, они полностью покупные. Блин, кстати, да, у тебя же приборы же тут есть. Да, здесь приборная доска, если ее можно Так. так назвать. Здесь давление топлива, ну, видно, что он прям в бачок прикреплен, а это давление пара. А круиз-контроль есть? Да, иногда ручку заедает, я использую как круиз-контроль. Но есть один очень важный технический нюанс, Вот. а точнее техническая трудность, с которой я столкнулся. Дело в том, что этот мотоцикл сделан по типу сухарь. Это значит, что у него нет амортизаторов заднего колеса. И это сделано не просто так. Этим отличается паровой двигатель от ДВС. Он должен вращать колесо Кстати, да, я точно сейчас видел. тарировано в своем месте. Ага. То есть колесо не должно никуда гулять, потому что здесь механика вся точно настроенная. Ага. Поэтому пришлось конструкцию сделать жесткой. И, естественно, когда едешь на кочках, все прыгает, скачет, не зная как. Я думал, что же с этим сделать, и поставил сюда вот такую вот огромедную пружину с очень большим ходом. Чтобы хотя бы пятая точка себя чувствует. Да, это пружина от мотоцикла ИЖ, Ага. и работает она просто великолепно. Заведешь? Может, лучше туда выгнать его? Да, думаю, лучше это сделать на улице. Попробуем?
Ребятки, попробуем. Нам нужен газ, да? Да. А если туда бензик залить обычный? Можно бензик. Есть бензик? Можно бензин, прям керосин, что угодно можно? Может, что угодно. Но дешевле всего, конечно, газ. А дрова туда запихать, бумажки какие-нибудь? Вот, к сожалению, места очень мало. Дрова некуда засовывать. Погоди, ну в принципе так можно сделать. Да, конечно. То есть будет громоздко, но будет работать. Да, если был бы мотоцикл побольше, я бы сделал ему дровник, Печка. печку надровал. Да. Офигеть. Ладно. Пошли, поможешь воду принести. А если воду газированную залить? Ну, это отлично будет ездить. Не, серьезно? Да, С газированной водой? да запросто. Типа боржоми какой-нибудь? Я даже чай в нем заваривал. В смысле? Серьезно? Да. Ты рассказывай, что сейчас делаем? Сейчас надо заправить котел водой. Это же у нас паровоз. Ага. Паровозу нужна вода. Сколько объем? Здесь 27, что ли, литров, но Так. лучше ездить где-то приблизительно на 24. За какое время она вся эта вода выкипает? Ну, здесь больше не за время, а за километры. Ага. То есть можно ехать помедленнее, можно ехать побыстрее. Да хотя заправка вон бесплатная. Вот я про это и говорю. Вон, колоночка, ребятки. Знаете, что такое колонка? Я думаю, многие даже понять не имеют, что такое, как это все раньше было. Давай покажем. А вода откуда? С центрального источника водоснабжения? Она из леса, из скважины. Или из скважины? Прямо из скважины. Вот, технологии. Ну, это такая модная колонка. Раньше вот так было. Чик-чик-чик-чик-чик. Рычагом. Вот, пошло. Бесплатная заправка. Надо бы в Тольятти гараж прикупить. Да, очень удобно. И закрываем крышечку. Здесь же сосуд должен быть закрытый. Да, вот чтобы так. Там же пар будет под давлением. Поэтому крышечку надо хорошо закрутить. А какое давление там внутри? Где-то в районе 16 атмосфер. Это много? Ну, паровозы ездили на таком давлении. К примеру, в шинах всего лишь 2 атмосферы. Теперь нужно Да. заправить газ. Можно, конечно, на жидком топливе, но на газе и проще, и дешевле. Вот видно давление газа. А, пошло. Угу. Теперь нужна зажигалочка. Так, погоди. Так, аккуратненько. Рассказывай, что будет сейчас происходить? Сейчас надо все это сделать зажечь, Зажечь, чтобы так. оно начало топиться. Газ. Да. Ага. Теперь у нас огонь горит и греет воду в котле. А, вижу. О. Сколько процент занимает? Я думаю, сейчас минут 20 надо будет топить. 20 минут топить. Да. Ну, а что думал, паровозы топились 10 часов перед тем, как ехать. 10 часов? Сколько градусов сейчас там в котле? Где-то в районе 200 градусов, Почему ты выключил, кстати, топку? чтобы слышно было. Но, по идее, лучше ее поддерживать, правильно понимаю? Ну да. Даже во время движения. Да. То есть сейчас мотоцикл готов к движению? Да. Он можно заведен, можно сказать. ехать. Нет, он, скажем так, заряжен. Ребятка, оно работает. Ни единого электронного элемента здесь, да? Вообще ни одного проводочка даже нету. То есть вот она, технология в начале, так сказать, на заре времен, да? Да, только огонь и вода. Как Никакого электричества, в принципе. 1796 год. Ребятки, посмотрите, что мы такое сейчас видим. Это азы, так сказать, основа основ технологии. Работает своими руками. И на этом реально можно ехать в магазин, в пятерочку, прямо сейчас, за макаронами. Плавно идет, да?
Ну, как-то так. Это восторг. Просто, вот, просто восторг. Слушай, прокатиться дашь? Да, сейчас немножечко он потопится. Ну смотри, здесь Так. все просто, как на велосипеде. Ты на мотоцикле ездил когда-нибудь? Да, у меня был мотоцикл. Ага, отлично. Никакой коробки передач, ничего нету. Толкнулся ногами, потому что у него есть мертвые точки. Так, Открыл газ и все. а тормоз-то работает? Тормоз работает, но он такой, в общем. Это- Сильно на него не надейся. Окей. Садись. Вот, еще смотри аккуратно. Вот здесь вот пар выходит. Пар выходит здесь. Да. А куда ноги-то вообще? Поэтому ногу сюда ставь. Есть места, куда тут ноги безопасно можно ставить. Все, можешь начинать. Просто толкнуться. Да, есть. Газ открывай, газу, газу, газу. А что, едет? Едет? Оно поехало. Офигеть. Так классно. Ребятки, едем на паровом мотоцикле. Ну, газ просто тугой, сейчас надо, ну, конечно, все. Вау! Красота! Я поехал! Так, давайте сейчас кружочек сделаем. Ну-ка, надо выжать из него побольше. Опа! Вошел! Офигенно! Нифига себе разгон! Прям едет! Так, сейчас же камера отваливается. Очень круто! Классно идет! Камера с нами. Камера еще здесь. Тормоз. Работает? Тормоз-то. Так, и что, и все? Как бы вообще ничего делать не надо. Ничего не надо. Ни трансмиссии, вообще ничего нет. Вообще ничего нет. Слушай, все должны ездить на таких штуках. Вообще все. Это же, ты едешь, ты его прям чувствуешь. Как-то вот он. Так, подножка. Ты чувствуешь его тепло даже, понимаешь, в прямом смысле. Да, это вообще техника живая. Я разговаривал с машинистами настоящих паровозов. Они говорят, что вот у паровозной техники Запах, есть душа. А в современных электровозах, этих дизельных локомотивах, у них нет этой души, у них как-то все сухо. И именно вот паровозная, вот когда пар выходит, все шевелится, живет своей жизнью, там в котле что-то булькает, где-то немножечко пар идет. Это вот как раз есть какая-то своя внутренний мир у него, он заряжен, готов работать и хочет ехать. Так. Специалисты идут. Прокатились вот. Круто. Очень круто. Да? Как думаете, за сколько такой можно продавать? Такие вещи тяжело сказать. Ну вот За 10 рублей не купит. за 10 рублей. Да, а кто-то и миллиончик может отвалить. Вот об этом мы и говорили. Да, это же на любителя. Вот. Один у нас такой. Да, точно. А ты заценил свисток? Свисток, давай. Сейчас, подожди, надо Только это. его подтопить, сейчас потопим. Подтопить. Слушай, главный вопрос. Сколько потратил времени и денег на постройку? Денег потратил 3000 рублей на металлолом. Это считая всяких ножек от столов, Да. болтиков, всего остального. Не, ну вот, а вот это там. Это все металлолом. 3000 рублей. Да. Если чистое время брать, если бы ты вот прямо сейчас начал делать, учитывая твой нынешний опыт в строительстве такой техники, от и до, сколько бы ты потратил времени? Это очень сложно прикинуть. Ну так, месяц, 6 месяцев. Но если просто его повторить, ну, я думаю, за полгода, за год можно сделать. А ты бы стал строить еще один, если бы тебе пришел человек и сказал, можно мне такой же, но вот там, двухместный и там помощнее. Взялся бы за проект? Ну, вряд ли, потому что мне хочется двигаться дальше, брать другие проекты.
Так, тот самый секретный проект, который у тебя там. В том числе и он там не один. Ссылка на канал Лехи внизу. Очень рекомендую подписаться. То, что мы видели, это прям ого-го. Мы прям надеемся, что ты нам покажешь, когда построишь. Но теперь самый главный вопрос. Если к тебе завтра придет вот человек скажет, продай. Ну нет, здесь вложена душа. А он Не, в мире. продай. Нет. Сколько? Ну вот вообще никак, или ты какую-то сумму там от скольки-то, может быть, рассмотрел, чтобы потратить там на новые проекты, допустим. Некоторые вещи не имеют суммы, когда в него вложена душа. К примеру, придут к тебе и скажут, продай ребенка, сделаешь Ну нового. это все Но понятно. здесь то же самое. Здесь каждый болтик он сделан, клепочки отбиты, и в нем сорвалась какая-то такая вот душа. Он особенно дорог мне. Ну ты же не будешь его там хранить 20-30 лет. Может быть, кто-то будет ездить на нем, в музей поставить. Я поставлю его дома, прям рядом с диваном. Буду просыпаться и смотреть на него. А тогда показывай свисток, если готово. Да, давай. Что, подожди, затыкать уши? Ну, можно не затыкать, но отходите. Слушай, прям брызгает сюда. Сейчас я выключу. Так. Здесь есть два свистка. Первый, чтобы просто публику разгонять. Ну, чтобы не громко было. А второй, Чтобы мощный, шухер наводить. Чтобы шухер наводить. Да. Давай попробуем. Прячем мотоцикл в гараж и сами прячемся там же, пока никто не приехал, да? Вот это децибелы. Это было очень громко, вы даже не представляете, насколько. Ну, то есть это правда, даже через закрытые уши пробило. Слушай, огромное тебе спасибо, что нашел время. Спасибо, Прям что приехали. Впечатлил, правда. И, честно говоря, еще больше впечатляет то, что ты там собираешься строить. И мы надеемся, что покажешь нам, мы с удовольствием приедем, посмотрим. И спасибо, что дал прокатиться. Многие прям нет, ты вот. Ну, пожалуйста, я очень открыт для общения, мне интересно пообщаться с людьми и, скажем так, показать все это людям, чтобы они понимали, можно строить все, не имея ничего. Нужно Это просто захотеть. Да. Есть металлоломка, где лежит все. Хочешь ты построить паровоз, трайк, мотоцикл, машину, все что угодно, только фантазия. Дальше берешь руки, вставляешь их в нужные места и делаешь. Ценный совет. Удачи с новыми проектами. Ребяшки, ждем ваши комментарии. Ты передай там, если что-нибудь хочешь, пожелания нашим подписчикам. Я хочу сказать, ребят, если у вас есть какая-то мечта, все можно сделать. Не обязательно заводские какие-то станки, сложные ЧПУ, технологии. Нужно просто захотеть, и все у вас получится. Ждем ваши комментарии. Увидимся. Пока.